Йоу, мой дорогой друг, с тобой я, Рамзес, и... Вчера вышла серия с наказанием, а сегодня уже выходит серия на новом сервере, который называется InSquad. Свое перемещение я решил главным образом аргументировать тем, что просто не желаю там больше находиться на том сервере, потому что, и вся аргументация будет... Знаешь, когда? Она будет в следующей серии, то есть завтра. Значит, мы с тобой создаем персонажа, будем создавать какого-то красивого персонажа, потому что на этом сервере мы будем долго-долго жить. Посмотрим, что из этого выйдет. Не знаю, мне все вот это не нужно, наверное. Ширина носа. Поменьше его сделаем, носик такой прям, знаешь. Высота носа пускай вот. Ну вот так среднячок хорошо стоит. Ну вот так. Все вот это вот нос, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, высота бровей, вот это вот. Глубина бровей. Мне это все не нравится. Не люблю такие сильные настройки. Мне это не нравится. Очень сильно не нравится. Сразу по волосам хочусь пройтись. Хочусь пройтись. Цвет волос пускай будет какой-нибудь светлый. Какой-нибудь такой вот, я не знаю. Дальше. Пятна, веснушки, возраст. Я не знаю, зачем мне вот эти морщины. Не вижу в этом смысла. Одежду на первое время мы возьмем какую-нибудь такую. Прям максимально налегке, потому что наша задача на этом сервере заработать денег. Понимаешь, деньги нам нужны. Вот так неплохо смотрится. По-моему, неплохо все это смотрится. Вот, кстати, вот форма лица я не нашел здесь, по-моему. Можно я здесь найду где-то высота скул, размер глаз. Цвет глаз, вот. Цвет глаз у нас будет какой-нибудь такой специфический голубой. Все, мы нажимаем продолжить, высаживаемся на спавне, соответственно, сегодня ночью у меня 8 часов вечера. Все-таки 8:30, посмотрим, что мы можем тут потворить. До колеса удачи 4 часа, нужно сегодня как можно дольше отыграть, и первое, что у нас есть, это $1000. Но для того, чтобы нам развиваться с тобой и уже сразу все, что есть на сервере, получить, нам нужно с тобой сначала поговорить с Майклом. Эй, привет, это все неинтересно, он нам даст сейчас квест. Нам это все объясняли в первый раз, на самом деле. Задание, начало пути. Точка на карте. Точка на карте на стройку ведет, поэтому мы просто арендуем у арендодателя мопед. Да, арендуемся. И сейчас будет самый интересный квест. Здесь ребятки тоже играют. InSquad — это сервер Мармоко и Джоханом. Даунтаун — это был сервак, на котором я просто учился играть, наверное. И вся ситуация, которая там произошла, вывела меня к тому, что нужно, наверное, заняться развитием в другом месте, где шанс как будто бы развиться побольше. По крайней мере, это мое субъективное мнение, подсказывает мне, что шанс здесь развиться есть. Больше, чем на Даунтауне. Наша, наверное, главная задача — это дом, хата, что-нибудь еще. Оба-на, сюда приезжаем. А еще, кстати, я бы, знаете, что бы глянул бы? Есть же, кстати, сейчас, естественно, зима 23. Мы, короче, сейчас купим сезонный пропуск для того, чтобы немножко подсобирать тут что-то, что тут есть. Потому что сегодня все это неинтересно мне. Не, наверное, зиму мы не будем брать. Или я не знаю. Но давай возьмем. Я ее сейчас оплачу, соответственно, для того, чтобы она у нас с тобой была. Чтобы мы с тобой могли развиваться. Плюс випка, которая действует 9 дней. У меня випка есть, все, тогда я не буду покупать пропуск, он мне не нужен банально. Этот пропуск мы пропустим, следующий купим. Давайте возьмем задание. Все, мы сегодня рабочие с тобой, будем работать. Самое тупое, в мире задание, на самом деле, я его прохожу уже, наверное, раз 5, потому что сначала на Даунтаун заселился я, потом заселился Андрей, потом заселился Влад, я с ними бегал. Это уже 3. И вот это 4-й раз, когда я его прохожу. Это, извините меня, перебор, конечно. Первое, самое главное, это, наверное, нам нужно настрочить с тобой время. Почему людей так много? Это много новичков или это люди, которые выполняют какой-то квест? В пропуске. Я опять нажал не туда, прикинь. И кнопочку не попал. Остается так сделать 50 раз. Казалось бы, что, здесь сложного? Но это так муторно. Я забыл пожелать, возможно, всем приятного аппетита, поэтому прямо сейчас желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра, ребят. Давайте поддержим эту серию лайком, потому что следующая серия не заставит себя долго ждать, а нам нужно в этом году уже заработать свой первый лям. У нас на это остается совсем немного времени, и мне придется очень сильно постараться, чтобы заработать свой первый миллион. Каким образом, я пока не знаю.
Буду думать, буду что-то решать, буду как-то развиваться, потому что других вариантов у меня абсолютно нет. И все, что я могу сейчас, это просто работать на стройке за копейки, но помимо этого я буду каждый день играть для того, чтобы заработать свой первый миллион в этом году. И это очень важно. Остаются последние точки. Я вот тут побегал, пофармил, и мне очень нравится вечерняя атмосфера на сервере. Вообще, я нахожусь в другом часовом диапазоне. У меня сейчас без 17 3 часа ночи. Это немного грустновато, наверное. Но сейчас же открыли буквально вчера новый сервак, поэтому плюс еще какой-то там процент к тому, что нам теперь платят за эти работы, немного побольше, что-то еще там, и еще, и еще, и еще. А сегодня нам еще надо на права сдать, сделать все квесты, которые нам дает Майкл, чтобы мы могли полностью сказать, что мы прошли эту игру. Буквально. 714 баксов, неплохо. Сейчас будет волна роликов о том, как и что здесь вообще в принципе, потому что мы будем проходить эту игру, и я не вижу смысла в буднях, хотя сценарий для будней был записан. Если бы не вся эта ситуация с человеком, то, наверное, мы бы ничего бы так и не увидели. Сейчас в настройках нам нужно настроить буквально немного. Первое, что я хочу сделать, это открыть телефон вот здесь, а закрыть телефон вот тут, потому что это удобно. Это более логично. А дальше показать пальцем без этого, пожалуй. Включить-выключить компас, это все ерунда. Это прям супер ерунда, потому что я все так и не настроил себя на какой-то лад, чтобы прям тут все изучить. Можно еще слепить снежок какой-то. Но это все на самом деле сезонное, поэтому в этом пока нет необходимости. Здесь где-то должно быть пристегнуться. Вот ремни безопасности. Это не супер удобно, но я поставлю на 2. То есть, когда я заглушусь, ремни безопасности должны отстегиваться. Когда я, заведусь, они автоматически со мной вместе прикрепились. Короче, едем к Майклу сейчас по-быстрому, решаем с ним вопросики, потому что, если мы эти вопросики сейчас не решим, то и хуй нам, а не квесты. Очевидно же, нет? Ой-ой-ой-ой. Ну, чисто по РП давайте все потолкаем меня, чё нет-то. Оп. Ну давай по РП перевернем. Да ёб твою мать. Так, понял, поехали, короче. Нам надо сейчас отправиться к Джорджу. Сразу сделаем дела. Какие? А я не помню, что ему нужно купить. Сигареты и что-то еще. Прикинь, я не помню, что ему нужно купить. Так, сейчас едем по-быстрому по метке. Сразу хочу сказать, что РП-проект я не буду использовать в полной мере. Я не собираюсь устраиваться куда-то на работу. Это все будет фарм, лютый фарм, какие-то работы дебильные, на которых я и буду зарабатывать. Но ебнись ты нахуй. Все, сейчас я эту жалобу кину на форум. Хотя на даунтауне это намного реже происходило, чтобы нас прям вот так сбивали на мотиках. Либо я ездил в то время, когда людей было мало. Но есть небольшой нюанс. Когда ты на мотике едешь, тебе, чтобы пристегнуть ремни, надо слезть с него и пристегнуть ремни заново. Короче, насрать. 800 метров, я думаю, прокатим как-нибудь. Надо залить жалобу, да, на форум? Срочно. На форуме мало жалоб, видимо. Надо залить еще. Ну да где РП, когда я езжу в такой одежде, блядь? Серьезно, камон. Надо побыстрее апать 5, 6, 7 уровень, потому что на них прям самое интересное получается. Так, здесь можно немного вот так заехать по-хамски. И проехать вон туда по лесенке теперь. Хотя можно просто возле лесенки припарковаться, потому что нам вон до него, до типа подняться-то немного. И как бы я это все уже с ребятами проходил тоже. То есть это буквально 3-й раз уже. 4-й или 3-й раз, когда я к нему возвращаюсь. Колу и сигареты. Понял, колу и сигареты. Блять. Я случайно. Кола и сигареты. Так, где кола?
Где мы? Вот мы. Ближайший магазин, вот. Колу и сигареты. Сейчас по-быстрому купим, все будет хорошо. Плюс... нам нужно побыстрее нафармить 3-й уровень, потому что, ну, ближайшие 4 часа я этим буду заниматься, фармить 3-й уровень, потому что благодаря 3-му уровню мы сможем очень быстро открыть казино, да, то есть колесо удачи, с помощью которого мы можем попытаться хотя бы выбить. И мне еще интересно, кому принадлежат здесь заправки. То есть и магазины, заправки. Мексиканская мафия, то есть тут все принадлежит мафии. Есть сервера, где люди могут выкупать бизнесы. Мне это, конечно, очень не нравится. Колу, сигареты. Сейчас это отводим ему. Это буквально обучение тому, как здесь вообще играть. Так, Джордж, давай мы скинем тебе все, что ты просил. А сейчас у нас отправится... Знаете куда? Так, выбор одежды. Я бы выбрал бы что-нибудь более нормальное. Ну пусть вот это. И... вот это. И вот это. Мне вообще абсолютно. Ой, а мы не поговорили с ним. Секунду. Все, нам нужно теперь сдать на права. Это займет вообще секунду, если ты умеешь водить хоть немного, если ты не дебил, да? Но я-то дебил. Вот оно, РП пошло. Держу в курсе. Я, естественно, жалобы заливать не буду, но просто я не вижу в этом никакого разумного смысла. Пусть челы срезают, как им удобно. Просто у меня теперь есть паническая атака и страх того, что за мной придут, блядь. Ну, в плане, в хорошем смысле слова, что на этот сервер придет тот же самый человек, а возможно, он на этом сервере время от времени обитает, но, видимо, в ближайшее время он будет заседать на даунтауне. И будет банить меня опять здесь. Но я надеюсь, к тому времени я буду ездить с личным водителем. На этот сервак пойдет, скорее всего, только Влад, потому что Андрей на даунтауне хорошенько развивается. Я буду развиваться немного на другом серваке, потому что... Не знаю. Потому что захотелось. Просто сменить все, забыть все и жить здесь. Так, теорию я, естественно, смотреть не буду, потому что я ее знаю. Можно мне сдать тест, пожалуйста? Поехали, 100 баксов. Что должно иметь для вас решающее значение при выборе скорости движения в темное время суток? Условия видимости, наверное, да? Разрешена ли парковка на тротуаре? Всегда нет. Какова максимальная скорость по городу? 60. Водитель обязан пропускать пешеходов в любом месте, на пешеходных переходах. При возникновении ДТП водитель обязан. Все верные пункты. Нарушает ли водитель правила, двигаясь посередине дороги? Такого вопроса у меня еще не было. Так, правосторонняя. Нарушает в любом случае. Разрешено ли вам двигаться слишком... Разрешено. Что нужно делать при тумане? Снизить скорость и включить пары. Разрешен ли... запрещен? Да, тест дан. Спасибо. Все-таки я что-то в этой жизни знаю. Так, сдать практику надо по-быстрому тогда. Вот эти синенькие машины сделаны для того, чтобы на них сдавать практику. Практика сдается вообще на самом деле не сложно. Так, и что сделать фото на документ около мэрии? Получается все. Давай мы арендуем байк у него. F10 нажмем, зайдем в задание, начало пути, потому что я не помню, где там именно фотостудия, если угодно. Hello. Интересно, он меня услышал? Вот буквально мы играем полчаса, и вот за полчаса мы все квесты буквально быстренько закрыли. Мы еще с Антошей играли, кстати, это уже не... И он тоже практику сдавал, короче... Я со всеми, кто у меня в команде есть, кто мог зайти в GTA, буквально со всеми поиграл. Кто, в принципе, играл в GTA 5 RP. У всех получил. От всех получил, всем бабки дал и все. Comedy Club открытый ожидает. Где находится Comedy Club, интересно.
Пока что у нас денег нет от слова совсем, и их нужно где-то заработать. Будем, наверное, пробовать сначала такси, потому что я помеха справа. Почему меня никто это не ценит? Спасибо. Он только что сам себя наказал. Да ебанись ты нахуй. Ну что это? Летать по всему серверу, это же так... Опа, Payday, конечно. Конечно, конечно, давай. Ну, слушай, на самом деле здесь прям, да, очень странно относятся к людям на байках. И смех, и грех. Короче, наставление он мне тут дал. Все, мы теперь буквально 31 минута прошла, и мы можем делать все, что хотим. И вот к этому моменту мы как раз имеем с тобой второй уровень. Благодаря второму уровню, если я ничего не путаю, мы можем работать в такси. Да. Мы можем работать в такси и водителем автобуса. Поехали такси арендуем тогда, попробуем в такси поработать. Опять-таки, мне кажется, что на даунтауне люди более лояльны ко всему, потому что знают, что могут люди кинуть откат в любое время. Наверное, поэтому все меня и не забивали. А здесь прям, знаешь, чувствуется вот это какая-то не то что агрессия, но иногда это вот как чел на пикапе, это было, ну, специально. Абсолютно специально. Вот это я, конечно, не понимаю. За это можно было бы. И вот за вот это тоже можно было бы откат, честное слово. По понятным причинам. Потому что, ну, это бред. Я не говорю, что откаты писать плохо. Плохо писать откаты, когда ты специально стоишь на том месте, где чаще всего проезжают, и терроризируешь тем самым людей. Вот я двигаюсь, никому вроде не мешаю, но что за хуйня? Казалось бы. Я новичок, зачем меня сбивать? Кому-то, возможно, это просто принципиально нравится. Вот такой вот у них РП-процесс. Поехали смотреть, что у нас тут есть еще. Берем в аренду тачку, такси. Уровень-то позволяет. Подтвердить, КПК. Да, здесь работают такси все-таки. То есть, как бы, я думал, что это здесь не совсем нужно будет, но нет, здесь прям хорошо. Тоже народ есть, народ играет. Так, здесь просто постоим пока что. Бля, 2000 метров. Я его все равно проехал. Ждем следующий заказ, он появится скоро, я надеюсь. Хочу, по крайней мере, в это верить. Ну, потому что сегодня не хочу работать водителем автобуса, честно говоря. Нет такого желания. 400 метров забрал. Ништяк, все, едем. Здравствуйте. Пристегивайтесь. Так, сразу давайте определимся с суммой. 200 баксов, я думаю, будет здесь нормально. Все, он согласился. То есть, спасибо большое. 200 баксов почему? Я сейчас просто тариф объясню. То есть вот нам косарь еще сверху закинули. Этим-то и выгодно работа в такси. Но почему 200? Сука. Почему 200? Хороший, наверное, будет вопрос. Потому что 2 километра. Каждый, километр 100 баксов. Я считаю, что это более чем нормально. То есть, если у меня будет, там, например, показываться 1 километр 300 метров, я возьму 130 баксов. Мне кажется, это более чем нормальная сумма за проезд. Потому что если тебя гонят там 8 километров или 12 километров, то это достаточная сумма получится за... И мы тем самым не переборщим за счет этого. И все будет выглядеть более-менее. И тем самым, как будто бы всегда будет стандартный прайс. Мне не нужно будет гадать и думать что-то. Просто у нашего такси будет какой-то закрепленный свой регламент. Это более чем удобно. Кстати, на том сервере, на котором я играл, я до сих пор не вышел с Демарганом. Одновременно и грустно, и одновременно и вкусно. Но на том сервере, на котором я играл, мне на старте закинули тачку. Просто так подарили. Так, все, спасибо за поездку, всего доброго. Так, нам теперь нужно быстренько куда-то сюда отъехать и взять, попробовать следующий заказ.
возможно, он будет рядом. Если он будет рядом, это будет шикарно. Если его не будет рядом, это будет плохо. Поехали, сейчас заберем. Здравствуйте, поехали. До банка первого едем. Пристегивайтесь. До какого? До первого банка? Да, до первого банка, в сторону первого банка. Там, если подберешь его, ты... Сейчас, секундочку, ага. Вот, человек к нам подсел, и нам... А можно метку на первый банк, пожалуйста? Я 25 баксов тогда возьму. Едь налево сейчас. Я просто не помню. Тут налево, правильно? Так, сейчас куда? Сейчас направо. Так, едем направо. Там видишь? Здравствуйте, пристегивайтесь. 1500 метров. Мы забираем вот так. Спасибо. Нам остается доехать только с ребятами. То есть вот так вот и поймали клиентов. То есть за все про все мы получили 500 баксов, кстати. Если я ничего не путаю. Ребята с кайфом доезжают. Почему я прошу пристегиваться? Это не мера того, что, блядь, заплатите мне больше, я о вас забочусь. Какие-то они супер тихие. Что? 25 баксов. Слышишь, я тебе говорю, сейчас. Что еще раз сейчас? Сейчас обратно эти, он тебе кинь метку, тем, который сзади сидит. Обратно. $100 скинь. Очень плохо слышу. Едь на банк, короче. Едем до банка. Ждешь, мне потом удалить. Короче, подожди, сейчас еще нас привезешь. Без проблем. То есть, как бы ребята попросили подождать. Вот его хорошо слышно, а тот, кто первый сел, его прям супер-супер тихо, его прям вообще тяжеловато с ним. Это минус работы в такси. Инкассатором я тоже на том сервере работал, это было тяжеловато. Чем мы сейчас туда же едем? Так, ставим 190 тариф. Да мать моя. Что, здесь где-то или дальше проедем? Все, ребятки, мы их доставили, получается, забрали деньги. И уже на счету почти 5. Почти 5 это уже прям супер хорошо, мне кажется, нет? Паркуемся в аккуратном месте. Такси КПК. КПК. Ищем заказ следующий, потому что, ну, нам же нужны деньги, понимаете? Вот я сейчас только что, когда смотрел на второй монитор, проебал заказ. Поздравьте меня. Причем он был достаточно... Ух ты! Я его не успел принять. А теперь успел. Интересно, он откажется от меня, нет? Ну, 8 километров передолить, это, конечно, да, это долго он меня ждать будет. С учетом того, как некоторые здесь водят. Вызов был отменен. Ему не понравилось, что здесь еду я, видимо, да, долго так. Его кто-то поближе, возможно, забрал. Сейчас ждем заказ. Вот он показывал 5 километров, а ехать по итогу 8. Что за бред? То ли потому, что карта вечно перестраивается, то ли еще какие-то нюансы. Но сейчас до этого человека мы доедем быстро. Тут буквально километр. Здравствуйте. Пристегивайте ремень. О, 500 метров, это 50 баксов. То есть, как бы, ну, пока мы ехали, можно встраивать, ну, типа, в счет этого. Но по факту, какая нахуй кому разница, откуда я ехал? Спасибо большое. Ну вот нам докинули 250 баксов сверху.
Просто я не вижу смысла брать за такие заказы огромную сумму, потому что, ну, я просто частенько пользуюсь такси на даунтауне, и иногда прилетают такие запросы, типа там буквально пару километров проехать. Что, здесь вас остановлю? Чё? А, все, всего доброго, до свидания. Да, давай, удачи. Так, человек вышел. Забавно. Постояли, что-то поорали мне тут мигалками. А, у меня игра вылетела. Прикольно, да? Ну, короче, на этом мы и остановимся. Сегодня мы немного и заработали, немного поиграли. Следующая серия выйдет завтра или послезавтра. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Если вы это уже сделали, огромное спасибо. По ссылке в описании Discord сервер, телеграм-канал и группа ВК. Всем удачи, ребятки, и всем пока-пока.